Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В этом ролике разберем механику яда. У нас появилась новая эксклюзивная героиня Серпентемис, и яд заиграл новыми красками. Не так давно он у нас уже начал умирать, мы перестали вообще им играть, и все в корне поменялось. Урон намного вырос, также появились артефакты новые, допустим у ловкача, что тоже бустануло нам нехило урон, поэтому имеет смысл разобраться подробнее в механике, как она работает, какие саппорты лучше заходят, замены и так далее. Очень много интересных фишек будет, которые я смог тут разобрать, поэтому советую смотреть без перемоток. Если у вас как-то по времени сейчас особо не располагаете, тогда советую выбрать какое-нибудь другое время и посмотреть данное видео попозже. Ну что ж, приступим. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Сразу коснемся темы саппортов и их приоритетов, кого лучше использовать. В идеале это, конечно, либо Бибип, либо Рейта, если мы в одного саппорта играем. Если нужно двое, то, конечно, лучше их прям обоих ставить. Тут уже в зависимости от ситуации, смотря где мы находимся, какой босс, механика босса, где кто лучше зайдет. Ну и понятное дело, что не у всех есть Бибип, либо кто-то Рейту почему-то не крутил. Вот, поэтому, в принципе, оба заходят вообще замечательно. В чем прикол Рейты? Это то, что она продляет стаки и ловкача, и Серпентемис. Я это проверял. То есть именно сам яд она, да, не продляет, у нее на это есть ограничения. Но именно стаки, которые уникальны у них, она их продляет. Ну и плюс у нас снижение урона идет в зависимости от наложенных дебафов. Конечно, тоже ограничения есть, но оно всегда работает на максимуме, потому что очень много дебафов и урон по нашей команде снижен. Это у нас плюсы рейд. Ну и также можно поставить на нее ракушку, и она будет в роли разломщика у нас. И также Бип-Бип. В чем плюс тут Бип-Бипа? У нас получается Серпентемис бафает просвещенность, причем всем героям, которые наносят прямой урон ядом. Так как у нас у Бибипа отхил от просвещенности, он также будет апаться. То есть, когда он достигнет капа, там около 200 просвещенности выходит, это очень много. Соответственно, это очень сильно повысит выживаемость. Ну и также за счет своих вот этих аур, он очень быстро позволяет именно ядовикам набафаться и увеличить свой урон. Даже без пробуждений, просто вот наличие Бибипа уже неплохо так бустит нам урон на ядовиках. Также, почему именно персонажи яда? Сейчас я вам быстро покажу описание. Мы в скиллы прям сильно подробно не будем вдаваться, не будем тратить время на зачитку вот эту. Будем именно основные моменты разбирать. У нас получается под ультой у Серпентемис вот это ядовитое болото, при каждом получении именно прямого урона ядом, то есть даже когда какой-нибудь саппорт, соответственно ядовик, наносит прямой урон ядом со скилла какого-нибудь, он также будет накладывать стаки яда. То есть Рейта, когда, допустим, перед ультой Латера будет продлять дебафы, она также будет в этом болоте накладывать стаки яда. В случае с Бибипом, конечно, ультовать им лучше перед Серпентемис, но я пробовал разные варианты, и тут уже смотрите по стакам яда. То есть, если мы ультанем Бибипом даже после Серпентемис, то ничего страшного, по урону примерно одно и то же выходит. Тут уже нужно будет подбирать четкий тайминг, именно исходя из босса, на котором мы находимся. То есть в уроне мы не просядем, тем более щитки он кидает вообще с боевого навыка, поэтому вот этот сетовые всякие усиления мы в любом случае получим именно с боевого. Тут уже всякие ауры идут, поэтому когда Серпентемис будет наносить урон со своего яда, она уже будет все равно под вот этими всякими усилениями, и по урону мы ничего не потеряем, потому что основной урон это не ульта, а именно с боевого она вешает стаки, и они очень сильно бьют. Именно вот этот змеиный яд ее. 1200 от просвета это очень много, и каждые 5 секунд она дамажит. Вот, поэтому основной урон это именно ее тики яда.
Так что какой-то сильной просадки не будет вообще. То есть то, что мы там эти 800 атаки нанесем, именно не под аурами, мы сильно не потеряем. Зато мы, когда Бип-Бип ультанет, к примеру, да, ну не обязательно Бип-Бип, там любой персонаж вообще, вот мы сильно не просядем. Это что касается именно Бип-Бипа. С рейтой такая же история получается. Кидает болото, проходит время, рейта продляет, накидывает также стаки и потом уже следом латер ультует. По ядовикам мы тоже замены разберем, поэтому не переживайте, если у вас кого-то нету. Но ядовичку в любом случае надо будет забирать. Кто еще не забрал, очень настоятельно рекомендую покрутиться. Также, если нету, допустим, ни рейта, ни бибипа, либо нам нужно 2 саппорта, и мы там, допустим, ставим рейд туда, либо бибипа, и кого-то из этих двоих у нас нету, то в идеале заходит также Огак. С боевого своего он также будет в болоте накладывать яд. Не так много, как хотелось бы, но все равно это будет происходить. И также будет бафаться на просвещенность. Соответственно, хил будет усиливаться. Но есть персонаж, который в данной ситуации меня удивил больше всего. Это Стегамофин. Вот такие таланты ему дал. Тут, конечно, в идеале собрать его в щиты и вот этот талант взять. То есть, чтобы он кидал щиты и, соответственно, бафал нам урон от сетов, которые дают урон под щитами. В чем вообще прикол? То есть собираем его в атаку, и у него есть пассивка, которая неплохо так начала хилить, потому что она зависит от того, сколько ослаблений действует на цель. И никакого капа здесь нету. То есть неважно, сколько там ослаблений, оно будет усиливаться. Срабатывает раз в 6 секунд. Также по поводу выживаемости, мало того, что он будет хилить нас раз в 6 секунд, еще и накладывает штраф атаки, штраф точности, штраф скорости перезарядки. То есть, ну, очень много всего полезного. И вот это облако, которое тоже он будет кидать, магический круг. Допустим, мы кидаем ульту Серпентемис, потом следом ультуем Стегамофином, и каждые 2 секунды будет наносить прямой урон ядом. Соответственно, он также будет накладывать стаки яда. Все эти стаки, они будут принадлежать именно Серпентемис. То есть весь урон, который будет именно от этих тиков, которые под ультой были дополнительно наложены, это идет за счет именно Серпентемис. Это ее яды, поэтому даже если персонаж какой-то будет без точности, я вам на примере Латера покажу, как все происходит. Вот он будет накладывать все равно эти стаки яда. И при их наложении он также будет, получается, получать баф просвещенности. Конкретно Стегамофина это не касается, но есть другие герои, которым нужен просвет, но они при этом, допустим, без точности. Также быстро по пробуждениям. На втором пробуждении он будет хилить уже раз в секунду. Ой, не раз в секунду, а на секунду раньше. То есть каждые 5 секунд. Ну и далее уже статы, точка и, соответственно, на боевой будет 5 целей. Сейчас быстро просто покажу, насколько сильный у него хил. Это очень много на самом деле, без пробуждения. Вот сейчас они разгонятся. Сейчас мы накидаем всяких там дебафов. И вы посмотрите, насколько сильные тики яда у данного героя в данный момент. Раньше такого не было. То есть уже мы видим по 18 тысяч тикает, 15, 17, ну по-разному, короче. Вот это без пробуждений. С пробуждением там за 20-ку переваливает. Вот, то есть учитывая, что вот по 18 тысяч он хилит, это очень много, потому что этот хил происходит раз в 6 секунд. С пробуждением вторым это будет раз в 5 секунд. Это очень много. То есть герой играет уже все по-другому. Это не тот бесполезный персонаж, который был раньше. Плюс штраф атаки. Поэтому в теории, да, он будет, возможно, даже пополезнее Огака, так как хил срабатывает чаще, причем на всех. И, соответственно, с талантом он будет щитки вот эти вот кидать чаще. Все это, что касается саппортов. Сильно не будем тоже на них заморачиваться прям. Перейдем уже наконец-то к самим ядовикам. База у нас в любом случае это именно Серпентемис, а не Латер. Мы сейчас как бы не в шахматы играем, поэтому нам нужна именно она. Именно благодаря ей яд начинает играть, даже если она без пробуждений, тоже прям отличный урон наносит. По талантам, какие мы ей вообще должны брать. Берем верхушку, тут у нас получается от негативных эффектов, тоже без ограничения. 120 просвещенности, тут у нас талант это тапнули не так давно. Далее. Продление тут вот это нам не нужно, потому что стаки висят и так постоянно. Там, ну, когда нужно ультануть будет латерчику, 40 там всегда висит. Поэтому берем вот этот талант на дополнительное повторение яда и, соответственно, на 3 случайных цели вместо одной берем уникальный талант. Это что касается Серпентемис. Также по пробуждениям. Второе пробуждение, оно апает, получается, именно Латера. Я пробовал ставить Викану, так как тут по описанию, типа вот, учитывается как дополнительный заряд яда. У Виканы пассивка, допустим, сокращает интервалы срабатывания. Но когда я поставил, прироста нам особо вообще никакого не дало. То есть я сравнивал с Твичом, было лучше. С Акридея, если свободность
с ней урона вообще намного больше с ядовиками за счет ее дебафов. Вот. Далее статы и тоже офигенная пробуда, то есть она будет просто быстрее заполнять пассивку всем и плюс еще 20% бонус. Вот, то есть из такого полезного это вот 2 и 5. Ну и плюс статы всякие, но самое печальное, что я думал, все-таки будет это пробуждение работать под веками. Нет, нифига оно не работает, к сожалению. Артефакт мы ей даем вот этот статую по-любому и по шмоткам. Так как она дальник, мы можем с этого сета поставить ей шмотку, она будет нам, получается, за счет просвещенности добавлять атаку, так как она у нас дальник. С латером так не получится, потому что если надеть такую вещь на латер, она будет давать вместо атаки защиту. Защита нам тут не нужна. Ну и можно поставить шмотку на пробив, либо на баф атаки. То есть у нас тут выбора не особо много. Также в случае с латером у него выбора вообще нет. То есть у нас в любом случае на баф атаки и на пробив. Все, других вариантов просто нету. Именно на момент 7 сезона. Что там будет дальше, я не знаю. В принципе, думаю, новых героев не появится, поэтому гайд будет актуален долгое время. Также интересный момент, я латера апнул до 4, пробуды 5 я не беру, чтобы показать кое-какой момент по поводу вот этих всех дебафов, которые накладываются, и на баф просвещенности. То есть 5 пробуждение, что у нас делает? Он с боевого навыка будет игнорировать сопротивление. Это из его таких приколов. Но ему по сути точность тут вообще не нужна. Я думал, придется изначально, что давать ему немножко точности, чтобы он там накладывал с боевого дебафы и, соответственно, бафался на просвет. Но, как оказалось, как тесты показали, нам это вообще не нужно, поэтому неважно, сколько тут пробуждений, к 5 идти там что-то стремиться, смысла особо нету. Да, за счет статов будет урона чуть больше, ну и плюс будет иногда там его тики яда также немножко наносить урона, но это не принципиально. Также по поводу артефакта его. Тоже такая сомнительная вещь. Зачастую, так как у нас тут слишком много всяких привязанных артефактов, типа в идеале, конечно, ловка чудом дать его арт, на серпентеме статуя, и если еще на латере будет его эксклюзивка, то есть у нас особо места под другие полезные артефакты вообще не остается. То есть у нас кто-то должен разлом кидать. У нас, если мы брали донатные артефакты, тоже в идеале его куда-то поставить, поэтому не спешите ему брать артефакт. В идеале вообще поставить просто донатник, и когда там, может быть, если у вас получится там, с течением какого-то времени, если вы его апнете уже на 5 пробуждении, тогда можно будет уже брать артефакт. Тем более он рандомный, не всем он вообще нравится. Ну, мне лично нравится, кстати. Но нравится он не всем. Поэтому идеальная замена — это вот Альянс Ангелов. Ставим, и поверьте, вы не прогадаете. Это у нас так вкратце по латеру. Так, если кто не знает, что он делает, вы можете со скиллами ознакомиться. Суть его такая, что нам нужно просто ультовать в момент, когда у нас висит максимальное количество стаков яда. Чем больше стаков яда, тем больше урона нанесет. Весь урон — это не именно ульта, а урон — это его пассивка. То есть чем больше стаков, тем больше урон. То есть то, что мы крутимся, это мы просто активируем пассивку. Вот весь урон — это его пассивный навык. Такой герой прикольный, ну ладно. Пойдем дальше, быстро разберем. Сейчас сразу по заменам скажем и по приоритетам. Если кого-то нету, всегда топ-1 приоритет — это Twitch. То есть в любом случае ставим вместо кого-то Твича. Далее уже, если еще кого-то нет, допустим, нет ни лавкача, ни латера, да, тогда ставим Твича и Дуранга. Также по поводу Сакридеи, то есть она у нас может быть свободна, к примеру, первая неделя континентальных боссов, да, мы будем использовать 2 команды. Если вы не будете использовать разъедание на первой неделе, то в идеале, конечно, поставить именно Сакридею сюда. За счет вот этих дебафов уязвимость к яду на 30%. Такого сильного буста к урону вообще никто не дает. Вот я сравнивал с Твичом и так далее, с другими героями, поэтому круче Сакридеи тут вообще никого нету. Плюс вот этот мифик у нас появился, она стала нормально более-менее разлом вешать, поэтому, соответственно, разлом. Так как у нас здесь нет рука и нам не надо бафать разъедание, мы можем просто как хотим ее собирать. То есть мы можем собрать ее вообще, допустим, не в залив, а баф на точность, допустим, на раздачу, плюс собрать это максимально в атаку и поставить на раздачу атаки. То есть мы от нее какого-либо урона вообще не ждем. Она у нас тут просто как дебафер, вспомогательный герой, поэтому одеваем вообще как хотим, что хотим с ней делаем. Но это в случае, если нам она не нужна в другой команде. Вот и так в приоритетах это именно вот Twitch и потом Дуранг. За счет чего? Сейчас тоже сразу показываем. Допустим, на Твича идеально заходит ракушка, но суть в талантах. То есть
Вот этот новый талант, который не так давно поставили, за каждый эффект яда мы будем снижать защиту на 0,5%. То есть у нас там кап 40, то есть 20% защиты мы можем просто срезать нафиг у нашего босса. Это раз. Потом вот этот талант на дополнительные стаки и ядовитый взрыв. Так вот мы их собираем. С Дуранго такая же история будет. Тоже вот эти ветки берем и просто накладываем кучу ядов. Вот ничего замысловатого. Также обязательно, чтобы на ком-нибудь была вот эта шмотка. Не на мейн керри, а на таких, как, допустим, либо это будет Дуранго, либо Twitch, в зависимости от того, кого вы поставили. Также давайте сразу тогда перейдем и к лавкачу. Тут я просто тестил разные варианты. В идеале его делать просто в кукольника и вот эту шмотку ставить. Если есть варики поставить кукольник на кого-то другого, то можно, вот как я собрал, вот эта шмотка, раздача атаки и просто все максимум в атаку. Изначально герой делался вообще под Лотера, но ему добавили артефакт, появилась Серпентемис и все вообще изменилось. Артефакт брать вообще по-любому. Но тут тоже свои есть нюансы. Во-первых, вот этот урон увеличимый, он зависит от того, сколько стаков сильного лекарства у нас висит на целях. То есть, чтобы вот этот кап преодолеть 50%, ну это, кстати, очень много, нам нужно, чтобы у нас висело, ну, около 17 стаков. У нас на таком голом ловкаче ничего висеть не будет. Но это не основной буст. Он благодаря артефакту также накладывает яд, игнорирует сопру. Короче, ну, очень хороший буст дает в принципе данный арт, поэтому брать прям 100%. И, грубо говоря, из-за этого арта ловкач вообще нам и нужен. Вот, это первый момент. То есть, чем больше у нас будет ядов, именно его уникальных, тем будет больше урон по целям. Допустим, давайте сейчас сразу покажу. У нас будет ловкач без пробуждений. Сейчас покажу, насколько апает урон именно пробуды. Да, также у нас сейчас Серпентемис без пробуждений и Лотер с 4-м пробуждением, без точности. Вот что я первое хотел сказать, это то, что он все равно бафается и вешает дебафы, да? То есть без точности, учитывая, что там вообще 25 ее, он бы дебафы никак не накинул. Ну вот он крутится, накидывает под облаком стаки яда от Серпентемис, но они идут в зачет именно ему в плане нанесения вот этих дебафов. То есть урон от тиков будет идти Серпентемис, но стаки он все равно получает. Тут уже 148, кап у нас 200. То есть все работает, все четко. Это что касаемо Лотера и его 5-й пробуды. То есть, ну, вообще не принципиально. Вот эти всякие игноры, сопры и так далее. Это первое. Второе. Смотрим, сколько стаков у нас вообще висит именно сильного лекарства. Я больше 10 вообще не видел, чтобы на какой-либо цели висело. Вот висит 10, все. В описании у нас изначально вообще не написано про лимит, но я так понял, лимит тут 10. А так рандомно все висит. Это вот 3, 4, 6, но не больше 10 в любом случае. Соответственно, 10 стаков это у нас 30% дополнительного урона. Тоже, конечно, неплохо, учитывая для голова с артефактом, это неплохой буст. Ну, зачастую на целях висело там сколько, 4, 6, ну мало в общем. Поэтому пробуждение ему также, ну, желательно, да. То есть второе пробуждение у нас, да, каждые 3 заряда яда он будет накидывать сильное лекарство. И также он будет накладывать при этом больше самого яда при абсолютном навыке. Вот, то есть в любом случае мы будем больше накладывать вот этих эффектов. Давайте сразу посмотрим, что нам дала вообще вот эта пробуда. То есть раньше он, когда не было артефакта, получается, благодаря пробуждению просто усиливал ульту именно Лотеру, так как его стаки идут в зачет как обычные стаки яда, и это увеличивает урон именно у Лотера. Смотрим сейчас, сколько что тут по дебафам. Ну, скорее всего, он просто лучше будет их накладывать. Вот 7, 7, 7. Вот у нас до этого такого не было, но кап все равно 10. Вот десяточка висит. Вот идем дальше. Уже просто ради теста. Это, конечно, круто, но тем не менее, сейчас посмотрим, как будет действовать уже пробуждение 5. Так как все равно хотелось бы все это проверить. И сейчас вы увидите, сколько стаков будет висеть. Увеличивать лимит до 10. Вот вчера я пробовал, короче, были такие моменты, что висело по 20 стаков. Сейчас мы это проверим. Не знаю, как насчет стегомоффина. Кстати, уже пора бы его отсюда убрать. Мы будем с другими героями. Допустим, пусть будет рейта, да? Сейчас у меня команда здесь есть с рейтой. Все, поехали. Вот будем как раз уже нормальные тесты делать, чтобы у нас и стаки нормально висели. Разлом, получается, Сакра повесила на все 3 цели. Может, у нее там где-то глюки был, но, тем не менее, благодаря новой шмотке идет перепроверка, и разлом наконец-то висит у нее нормально. Так, давайте перейдем в дебафы. Смотрим, где у нас тут сильное лекарство. О, 20.
То есть у нас в любом случае урон очень сильно увеличен благодаря артефакту. И плюс, когда дополнительно 20 стаков яда, то есть это очень сильно бустит именно Лотера. Сейчас он у нас еще подразгонится, соберет стаки нужные. Вот сейчас пока 114. То есть в начале всегда Серпентемис обгоняет. Но потом, когда бой идет все дальше, дальше и дальше, Лотер начинает уже так, нормально вырываться вперед. Это при том, что Серпентемис сейчас без пробуд. Каждое ее пробуждение, получается, будет тапать и ее саму, и Лотера тоже. По стакам разобрались, то есть 5-й лавкач вообще налегке держит вот эти 20 стаков, и это больше, чем нужно. То есть, чтобы артефакт работал на полную мощность, нам достаточно вообще, чтобы у него было по 17 стаков. Так, давайте перейдем к Серпентемис. Апаем ей второе пробуждение, которое работает, получается, чисто на Лотера. Понятное дело, что мы тут статы себе увеличили, но тем не менее. Переходим дальше. И сейчас мы посмотрим, насколько он быстро начнет вырываться вперед. У нас получается и лавкач 5-й. Ну тут прям вообще он ужарил жестко. Но это за счет лавкача, потому что так быстро он не будет перегонять. Я вчера проверял просто и на лавкаче без пробуждений. Вот как только он ультует, все, он прям жестко вырывается вперед. Это еще он не разогнался. Если ему дать 5-ю пробуду, то он будет еще быстрее за счет того, что он будет также с боевого накидывать яд и быстрее будет получать бафы от Серпентемис. Плюс там еще есть шанс типа двойного применения боевого навыка, поэтому тоже рандомчик такой присутствует. Вообще в Лотере очень много рандома на самом деле, с этими стаками всеми, плюс еще арт рандомный, короче жесть. Так, ладно, тут в принципе на манекенах ДПС смотреть это вообще бесполезное занятие, так как все это далеко от реальности. Я просто сравниваю иногда просто значения там до и после, то есть сами цифры эти нам вообще ни о чем не говорят, мы просто сравниваем. Вот по лавкачу, в принципе, разобрались, что герой хороший и очень нужный, но в первую очередь нужно будет брать, получается, не пробуждение ему, а именно артефакт. Также, допустим, когда я Серпентемис крутил, мне она упала до гаранта, у меня был лавкач, и получается, вместо того, чтобы апать пробуды ей, я апнул именно артефакт ему. Я не стал апать пробуды именно на нее, потому что очень большой профит дает именно его артефакт. Далее, не знаю, есть ли смысл уже тогда тестить ее 5-ю пробуду, потому что, она повысит, по сути, просто урон всем. И так как мы на манекенах, мы прям чего-то сверхъестественного тут не заметим. Да, цифры будут высокие, но именно сравнить там с чем-то нам не получится, так как это все бред. Также давайте знать еще что по поводу питомца. То есть заметили, да, что используем именно дракончика и как его лучше собрать, какие там основные таланты. То есть в любом случае берем верного слугу, астролит, это прям 100%, стервятник, благословление рощи, потому что у нас тут везде заналка, и новый талант по боссам, который увеличивает урон. По поводу этого таланта, то есть если не хотите там свитки какие-то тратить, то можно поставить вот этот талант. 30 просвещенности дает на плюс, либо 20, если без улучшений. Тоже неплохо, но при таком количестве просвета, которое сейчас у нас, возможно, этот талант и потерял актуальность, и более профит даст, возможно, какое-нибудь там усиление атаки, допустим, либо механическое, вот этот, который на 3%. То есть, возможно, он здесь будет уже даже лучше, потому что 30 просвещенности это просто капля в море при том просвете, который у нас присутствует сейчас на наших героях. То есть очень сильно бафает Серпентемис. Да, также момент по поводу именно ее 5-го пробуждения, кто там собирается все выкручивать до конца. В чем прикол, что вот этот лимит, он как бы не просто увеличен максимальный кап, а суть в том, что стаки набирают просто быстрее. То есть у нас время боя, оно ограничено, и благодаря этой пробуде они просто быстрее наберут вот этот кап и, соответственно, еще и получат вот этот бонус. То есть тоже такой моментик, который я сразу не сказал. Вот так, в принципе, вроде по героям всем разобрались. По заменам также сказал, что вот у нас 2 претендента, Вич и Дуранго. По талантам у всех все будет одинаково. Какой-то урон из них выжимать особо не получится, потому что когда мы, допустим, с Твичом играли, да, мы ему статую ставили. И за счет этого у нас там, что-то получалось набивать. Сейчас статуя занята именно нашей новой ядовичкой. На этом, в принципе, думаю, все. Все, что можно, вроде уже разобрали. Все попробовали. Какие-то моменты, не знаю уже, еще тут смотреть. Надеюсь, вам понравилось данное видео.
Пишите свои комментарии по этому поводу, всему, что думаете, может быть, что-то упустил, снимем дополнение, либо отдельные какие-нибудь тесты. Вот, по поводу Виканы тоже сказал, что она не особо, потому что она играла у нас один раз, это был второй сезон на финальном боссе, и то за счет именно специфики босса, то, что он там усиление свои, точнее ослабление раскидывал на всех, то, что сам получал, вот, и там очень много стрел этих летело, просто безумное количество, поэтому урон был у нее хороший. А так, если сравнивать именно урон, то его тут почти нету, что бы я ни делал, просто не дамажит. Так же, как в принципе и просел Twitch, то есть нам его лучше сделать как дебафера, с ядовитыми вот этими взрывами и порезкой защиты. Все. На этом будем заканчивать. Всем спасибо еще раз за просмотр. До скорых встреч. Кто не подписан, подписываемся на канал. Заходим в телеграм-канал. Всем пока.